Сразу говорю, никаких ожиданий у меня не было. Я не знала, что будет в игре помимо Голума и как она устроена. Благодаря этому никаких разочарований у меня тоже не было. Все, что нужно делать в этой игре, бегать, карабкаться, иногда кого-то убивать, все. Это не RPG с прокачкой и тому подобное. Голум напомнил мне Uncharted по огромному количеству лазания по стенам. Насколько я поняла, у людей больше всего была претензия по поводу цены. Что ж, 2400 в Стиме нормально. Но на консоли 4000 рублев это немного, так сказать, много. Если бы она стоила 2, то нормально. Я считаю, за то, что они сделали, это нормально. Я в любом случае встану на сторону разработчиков, потому что создать любую игру это в принципе тяжелый труд. Однако с ценой именно 4000 рублев это, скажем так, и рыбку съесть, и аквариум выпить. В общем, сильно много захотели. По поводу багов. У меня был один с зеркалом, который, как я поняла, был у всех, и с помощью бубна вопрос решился. Сказать, что я ни в одной игре не видела сюжетных багов, это неправда. И на старте такое бывает, и исходить пены у рта из-за этого для меня лично странно. С другой стороны, были эльфы, которые и взбунтовали наши умы на стриме, причем вот здесь мне ситуация не ясна. Например, свечник в Мордоре прорисован довольно интересно и даже красиво. Но что случилось с эльфами? Загадка. То есть художник был или 3D-модель, и я подразумеваю, что можно было купить или докупить другую 3D-модель. Такое, кстати, делают на стоках, пожалуйста. Если бы все лица не получились, то да, видимо, не было того бюджета, но свечник-то получился. Смотрите, какой интересный. Но с эльфами что-то как-то не заладилось. По сути, именно эльфы повеселили нас больше всего. В остальном это обычная, абсолютно обычная игра с довольно трогательным концом. Бегаешь, прыгаешь, решаешь загадки, стелсишь. Ненавижу стелс. Но говорить, что она ужасна, что это отвратительный, омерзительный проект, нет. Это все дико раздуто, дабы собрать просмотров. В реальности же она просто обычная. Кстати, я бы не сказала, что проходная. Просто обычная. История повествует нам вот о чем. До появления Фрода и после приключений с Бэггинсом был небольшой промежуток времени, в котором Голум был потерян. И вот как раз этот промежуток нам и рассказывают. И особенно приятно, когда в конце мы находимся прямо около врат Рохана. И сразу вспомнилась история «Властелина колец». Я ведь все книги читала. Ну классно. Правда. Абсолютно никакого негатива по поводу внешнего вида у меня нет. Это художественный вкус, и почему бы так и не сделать? Мы слишком сильно упираемся в узкопринятые нормы, особенно там, где этого можно избежать. Например, принято считать, что Голум должен выглядеть так, как выглядел в кино. А почему? Под книжное описание он вполне подходит. Однако мы привыкаем к одному образу, и нам нужен только он. Хотя игра от того, что Голум выглядит по-другому, хуже не стала. Она вообще не про это. Ярым фанатам постоянно куда-то лазить очень понравится, но не за цену 4000 рублев. А вот стелс был довольно скучноват. Можно было и расширить возможности врагов. С орками еще куда ни шло. А вот эльфы могли стоять столбом и будто нас не замечать. Бывали ли ситуации, где непонятно, куда идти и что делать? Конечно, особенно если это большая площадь. Я могу отнести Голума к таким проектам, как Mortal Shell и The First Tree. Была такая игрушка раньше. То есть это что-то, что было, и оно ушло на задний план. Единственное, на что я рассчитываю, что студия не будет никого слушать, а дальше продолжит работать и улучшать качество своих проектов, потому что задумка была отличная. Мы постоянно с кем-то общались в Мордоре. У нас была даже любовная линия, которая закончилась довольно грустно. Катсцены чаще всего были классные, их качество оставалось на среднем уровне. Огромное количество локаций в локациях, какие-то веревочки, лесенки, бордюрчики. Ты постоянно в каком-то движении, полете, упал, встал, подпрыгнул. И благодаря регулярной смене деятельности Голум не надоедает. Да, диалоги не всегда были интересны, но мы на стриме разбавили их шутками-прибаутками. Например, мы увидели в Мордоре абсолютно обычную корпорацию, в которой Голум, как менеджер среднего или низшего звена, путем сплетен и хорошей работы встал на место помощника руководителя. И еще скажите, что это все нереальность. У них есть даже производственный отдел, так сказать, мультикорпорация с парковочными местами, обучением сотрудников. Они даже предоставляют жилье. А у эльфов не было производственного отдела.
орки крутые. В общем, мы ухахатывались как могли, и поэтому у меня даже язык не повернется говорить, что, мол, Голум — это порождение сатаны, и вообще в это нельзя играть. Да, это не РДР 2, но извините, никто РДР 2 и не обещал. А если у вас были какие-то ожидания, то, как говорится, наши ожидания — это наши проблемы. Еще одна из интересных задумок — это внутренний конфликт Голума со Смеаголом. То есть в зависимости от того, что вы выберете, можно войти в режим Христа и всех спасать, а можно стать воплощением Саурона и всех истребить. Грубо говоря, задумка классная, да реализована слабо, очень слабо. Однако можно попытаться еще раз. Почему нет? Больше всего мне понравилось бегство от паучихи. Я помню, в детстве был Crash Bandicoot, и там тоже надо было убегать от камня. Кстати, от паучихи бегать довольно непросто под конец, потому что там нужно быстро перебирать кнопками, а я никак не могла перепрыгнуть. Голум — это скорее как хороший фундамент для последующих игр, нежели это завершенная часть, которая прекрасно получилось. Да, есть недоработки, есть над чем подумать, но как основа она хороша. Визуал, конечно, на любителя. После фильмов мы все ожидали ультра-мега-фэнтези мир, который рухнул на наших глазах и потерпел поражение. Довольно средний вариант, который никак не сможет заставить ваше сердце трепетать. Нужно ли было сокращать игру? Нет, хотя она довольно большая. Ее нужно было разбавить дополнительными задачами и, возможно, даже изучением навыков, раз на то пошло, потому что Мордор для меня лично был какой-то дико долгий, потому что было мало взаимодействия. А вот у эльфов диалогов было больше, и события менялись быстрее. Хотя по часам мир эльфов вышел в итоге на порядок дольше. Несмотря на довольно посредственную графику и простой геймплей, концовка заставит вас улыбнуться. Вы поймете, что весь путь пройден не зря, и что теперь у Голума начинается новая история, которая и приведет его к смерти.